Привет из Харькова, меня зовут Анатолий Лазаренко, и вы на моем YouTube-канале Анатлас. Я попробую вкратце изложить свою общую теорию всего, мирящую атеизм с Библией, выводящую на руку невероятности, творящую чудеса и переключающую жизни некоторых людей из одной колеи в другую, на эксперимент по созданию жизни из неорганики и кое-что еще. Заодно придется рассказать о себе для примера невероятности и объяснения, как я дошел до жизни такой, что от физики докатился до философии. Я закончил школу в Балаклее, потом московский физтех и аспирантуру там же, параллельно с работой дворником в школе. Подробности, маленькие хитрости советских студентов ракетного колледжа заслужат отдельного ролика. Если спросите, запишу. Диссертацию я сделал вовремя и к этому времени уже знал о советском парадоксе. В отделах кадров всяких НИИ защищенная диссертация аспиранта неофициально приравнивалась к судимости. Ведь такому полагалась должность старшего научного сотрудника и льготная очередь на жилье, то есть то, за что многие годы боролись местные старожилы. И тут однажды я заметил на столе своего научного руководителя командировочное удостоверение в Харьков, Верта ПВО. Выяснилось, что это военный инженер на радиотехнической академии. Оказалось, он ехал туда планировать докторскую диссертацию какого-то полковника. И он смог выяснить у аборигенов, что у них есть вакансия не военного, а старшего научного сотрудника, куда меня и распределили вот той же самой рукой невероятности. Если кто-то интересуется жизнью в СССР, пишите в комментариях, я расскажу отдельно, как благодаря, опять же, стечению обстоятельств и швейковским выходкам в Харькове в разгар застоя, без блата и богатых родителей, удалось за 2,5 года въехать в трехкомнатную квартиру. Ну, не без дворничания в школе, конечно. Свое жилье открывало дорогу, наконец, к работе без дурацких военных секретов СССР. Тоже есть две-три забавных истории, могу рассказать. И тут опять сработала невероятность. В Москве, в командировке, хозяева показали мне даму, тоже из Харькова. Оказывается, в ХПИ на кафедре физики не первый год ищут человека, готового взяться за создание лазерной лаборатории. Ясно, что физики всячески уворачивались от такой чести, ибо в СССР лазеры делались на секретных заводах и распределялись не менее секретными конторами. И наличие денег для их оплаты было далеко не главной проблемой. Мне же было намного проще, потому что закончил-то я, вот совпадение, факультет физической и квантовой электроники физтеха. Вот так меня перебросило на 30 лет в новую колею. К моменту распада СССР и открытия его границ у меня были наполовину сделана собственная лаборатория с железом стоимостью, как остальная кафедра. Так что я шутил, меня сократят предпоследним, перед завкафедрой. Ха! Невероятно, но сглазил. Примерно в то же время к нам в СССР добрались две книги двух нобелевских лауреатов, подарившие мне самую роскошную в моей жизни идею. Русскоязычные версии этих книг можно добыть в Steam, ссылки я дам в описании. В порядке из хаоса Илья Пригожин, бельгийский физико-химик, в младенчестве вывезенный из России, рассказывает об исследованиях неравновесных систем, вроде ячеек бинара, которые вы сейчас вот видите. Это структуры, возникающие в тонком слое вязкой жидкости, интенсивно нагреваемом снизу. Подъем горячей легкой жидкости и опускание остывшей при достижении определенного перепада температур в слое вынуждает ее создавать эти очаровательные, прям как живые, не правда ли, структуры. В середине ячейки жидкость поднимается, увлекая из-за вязкости, то есть внутреннего трения, соседние слои, а опускается она по периферии ячейки. Тем самым
они как бы помогают всем своим 5-6 соседям поддерживать такие же циклические движения. То есть трение, которое повышает энтропию, беспорядок, способно создавать и поддерживать изящные структуры. Причем они самонастраиваются в слоях переменной толщины или самовосстанавливаются при разрушении извне, то есть демонстрируют адаптивность. Важно только, чтобы градиент температуры, это перепад по-научному, производная по координате, превышал некоторое пороговое для данного слоя значение. При равномерном нагреве всей площади слоя одинаковой толщины ячейки приобретают форму правильных шестигранных призм. Причем неважно, парафин ли это с алюминиевой пудрой на сковороде, как на этих кадрах, слой расплавленной земной породы на поверхности остывающей молодой земли или солнечная плазма. Любуйтесь, это все одно и то же. Если бы у молекул была свобода воли и возможность совершать хотя бы минимальные перемещения с учетом таких динамических структур, легко можно себе представить умную молекулу в подходящих местах, пересаживающуюся с одной замкнутой траектории на соседнюю и, соответственно, из ячейки в ячейку. При этом такая молекула сможет путешествовать по всему объему жидкости с минимальными затратами своей энергии, в отличие от глупой, безрезультатно пытающейся двигаться против течения вместо того, чтобы дождаться изменения направления скорости потока. Короче говоря, открытость, разнообразие, градиенты способны создавать адаптивные структуры. Вкратце, суть второй книги «Пагубная самонадеянность» фон Хайека сводится к тому, что люди испокон веку копировали друг у друга и у соседних сообществ алгоритмы и правила поведения, позволяющие максимизировать число людей, способных прокормиться на данной территории. Тысячи лет основой мировоззрения людей была религия, и в этом процессе естественного отбора к концу XIX века победила протестантская ветвь христианства. И Хайек специально отмечает, как давшая максимальную свободу экономике, избавившая и обществу в целом от лишних ограничений типа 5 намазов в день у мусульман или запрета ростовщичества, де-факто банковской деятельности у православных. Рыночная система выросла таким образом естественным путем, там, где ей меньше всего мешали, и доказала свою максимальную эффективность по сравнению с любыми другими. Только она может настолько хорошо накормить столько людей. Попытки же заранее, тем более с нуля, придумать нечто лучшее Хайек и назвал пагубной самонадеянностью. Вы чувствуете здесь примерно то же самое, самонастраиваемые системы, которые выживают в соревновании благодаря свободе этого соревнования. Все как в природе. Ростки тянутся к свету, соревнуясь в эффективности использования добытой корнями воды и листьями света. Плоды становятся слаще и заметнее ко времени реального созревания семян. Все живое старается адаптироваться к окружающему миру и его законам. То есть открытость, разнообразие и градиенты дают адаптивность, развитие и новые структуры. И тут до меня дошло, где-то я уже это слышал. Да, это же Библия. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. По образу и подобию это с уменьшением энтропии, со стремлением к созиданию, к самосовершенствованию и познанию. Ведь по сути адаптация живых существ к внешней среде – это и есть познание в виде извлечения и использования информации о ней.
То есть у природы нет мозгов для самопознания, кроме наших и, возможно, других разумных существ. Вполне возможно, что наша цивилизация просто питательная среда, созданная природой, ну и Богом, для создания достаточно мощного искусственного интеллекта с целью самопознания, не правда ли? А может и сами соотношения физических констант, в которых содержится этот закон развития или давления эволюции, адаптировались и подгонялись в предыдущих циклах расширения и схлопывания Вселенной для все более красивых форм жизни и все более глубокого самопознания. Хотя эволюция иногда вырождается в хаотическую форму, вроде рака или путинизма, когда уродец начинает считать своими все ресурсы, до которых способен дотянуться. Давайте обсудим эти и ваши гипотезы в комментариях. Можно считать, что все это придумал Создатель как некая локализованная сущность, а не закон природы в виде набора соотношений физических констант создал после Большого взрыва. Опять же, единственной понятной мне целью его, такого создателя, представляется любознательность. Что получится и насколько далеко может зайти развитие. Под действием этого же закона эволюции из 10 заповедей за 2-3 тысячи лет выросла Конституция США. И около 500 лет назад первая реформация, по сути, запустила промышленную революцию. Вероятно, в нынешней беспомощности Запада перед Путиным, Китаем, ЛГБТ и БЛМ и прочими вызовами зреет реформация 2.0. Как вы думаете? А тем временем, чуя закат карьеры, я решил опубликовать эту идею Бога как физического закона и действующего невероятностями. Для этого пришлось придумать схему эксперимента по абиогенезу микропланету. Ссылка в описании, картиночка перед вами. В случае удачи получится, так сказать, экспериментальное доказательство существования Бога для атеистов. Прикольно же. Не прошло и года, как невероятность поставила меня перед выбором. Послушать начальников и перейти на четверть ставки за 2 года до конца договора. Или бросить лабораторию и взять эти деньги у невероятности же авансом, резко став пенсионером. А через пару лет на физтехфакультете Харьковского национального универа Каразинского. Да, кстати, в ХПИ я 30 лет проработал тоже на физтехфакультете. В лаборатории ионных процессов оказался нужен физик-оптик, кандидат физмат-наук. И меня туда взяли. Правда, всего на 8 месяцев до конца темы. Насчет вероятностей, кроме того, что работа нашлась в разгар ковида и вообще при многолетних сокращениях физиков везде, так и лаборатория оказалась в паре десятков метров от лаборатории ВИРТА НИЛ-4, в которой я пришел почти 40 лет назад. Посмотрите на это огромное здание и прикиньте вероятность, что даже на одном и том же этаже из многих рядом оказались эти лаборатории, куда меня занесла невероятность. Но самое главное, одна из тем НИР-ПЛИП формально вполне включала мою микропланету. Вся беда в том, что у меня не хватило таланта увлечь идеей руководителя лаборатории. Он, наоборот, запретил ее обсуждать. Впрочем, логично, если учесть изначальное назначение лаборатории для исследования материалов ядерных реакторов, а не абиогенеза. Мой знак невероятности, Перри Маршалл, называется в моем переводе звонком из главного офиса. Ссылка внизу. Последний такой звонок был для всех. Это откровенная фаза войны России против Украины. Жизнь здесь не будет прежней. Вернувшимся с фронта хлопцам нужны идеология и, возможно, более четкий план создания на руинах полусовковой Украины чего-то вроде Соединенных Штатов Украины.
как в свое время в Америке, на корню, пресекая ростки цифровой диктатуры леваков и популистов. Подписывайтесь на мой канал и канал Сергея Любарского, который намного более преуспел на пути построения Украины 3.0, чем я 10 лет назад, и кому я собираюсь помогать по мере сил. Спасибо за внимание. Слава Україні та її Збройним силам. До побачення.